Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. «Леди Эшвуд, откройте, или я взломаю дверь!» Удар был такой силы, что штукатурка с потолка посыпалась мне за шиворот. Я отряхнулась, сплюнула пыль и огляделась. Где я? Как я сюда попала? Последнее, что я помню, офисный холл, лестница и темнота. А сейчас я стою посреди огромной комнаты с облупленной лепниной, мраморным полом и окнами с заросшими грязью настолько густо, что сквозь них не пробивался даже дневной свет. И тут чужие воспоминания нахлынули волной. Леди Корнелия Эшвуд, дочь обедневшего дворянина. В 18 лет замуж за лорда Брэмбелла. 10 лет жизни в умирающем поместье и 3 дня назад известие о гибели мужа. Упал с лошади по дороге из таверны. А еще я Клэр Хендерсон, 50-летний главный бухгалтер строительного холдинга, которая сорвалась с лестницы на корпоративе в честь собственного юбилея. И, видимо, приземлилась не на пол, а сюда. В чужое тело, в чужую жизнь, в чужие долги. Потому что долги были. Я это знала из чужих воспоминаний. Туманных, обрывочных, как бухгалтерские книги, которые вели на пьяный глаз. Брэмвелл играл, пил, занимал, проигрывал, занимал снова. Классическая финансовая спираль смерти. Удар повторился. Дверь затрещала. «Откройте!» Я посмотрела на свои руки, молодые, тонкие, бледные, и подумала. Ладно, с этим разберемся позже. Сейчас у нас проблема поважнее. К нам ломится кто-то, и явно не с поздравлениями. Я подошла к двери и открыла. На пороге стоял грузный мужчина в мундире цвета болотной травы с гербовой печатью на цепи и усами, которым бы позавидовал любой морж. Судебный пристав. Это я тоже знала из обрывка памяти Корнелии. «Леди Эшвуд!» Он смахнул пот со лба и окинул холл брезгливым взглядом. «Поздравляю! Ваш покойный супруг проиграл в карты все. Замок, земли, виноградники. У вас остались только долги и крысы». Крыса, сидевшая на каминной полке, словно подтверждая его слова, пискнула и скрылась за панелью. Пристав вздрогнул. «Имение отходит короне», — продолжил он. «Советую собрать личные вещи до заката». Я взяла свиток, который он мне протянул, развернула, прочитала, и внутри меня не Корнелии, а Клэр что-то щелкнуло. Профессиональный инстинкт, выработанный 20 годами работы с цифрами, документами и чиновниками всех мастей. Исполнительный лист, опись имущества, взыскание – все знакомо. Только вместо электронных таблиц пергамент, вместо штампов – печати, вместо факса – пешая доставка. Но суть та же. Кто-то хочет отнять имущество, и для этого нужны документы. «Опись неполная», – сказала я, закончив чтение. «Здесь не указаны земли к северу от поместья». «Какие земли?» – фыркнул пристав. «Там бурьян». «Бурьян на земле – это не отсутствие земли. Это отсутствие ухода. Где повторная оценка имущества?» «Какая оценка?» «По кодексу Элдмора, глава 12, параграф 7. Вдова не может быть выселена из усадьбы до проведения повторной независимой оценки имущества королевским землемером». Я понятия не имела, откуда во мне возникла эта формулировка. Из памяти Корнелии или из какого-то уголка сознания, который я еще не исследовала? Неважно. Главное, пристав побледнел. «Землемер?» – пробормотал он. «Землемер будет через...» «Через 4 месяца», — подсказала я. «Я знаю. А до его прибытия имение не может быть отчуждено. Всего доброго, мастер...» «Хокстон», — сказал он, словно роняя кирпич. «Всего доброго, мастер Хокстон. Дверью хлопать не нужно. Штукатурка и так держится на честном слове».
Он ушел. Часть штукатурки осыпалась ему на шляпу. Я закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и сползла на пол. Руки дрожали, колени тоже. Но внутри, там, где жила Клэр Хендерсон, было спокойно. Первое правило бухгалтера: когда все рушится, садись и читай документы. Документы не врут. Врут только те, кто их составляет. Я сидела на полу и пыталась собраться с мыслями, когда из боковой двери высунулась женщина лет 60. Это была Бесс, экономка. Крепкая, жилистая, с лицом, на котором читалась вся история здешних страданий. Она посмотрела на меня, потом на осыпавшуюся штукатурку. «Пристав был?» – спросила она. «Был. Ушел», – ответила я. «Хорошо. Кашу будете?» Я кивнула, потому что голод был реальным, а реальность не та вещь, с которой стоит спорить, когда ты только что переместился между мирами. Бесс повела меня на кухню, темную, прокопченную. Над очагом висел котел, в котором что-то булькало. «Вы сегодня какая-то бледная», — заметила Бесс, наливая мне миску. «И глаза другие. На похоронах все время плакали, а теперь сухие. И с приставом говорили так, будто всю жизнь судились». Я чуть не поперхнулась кашей. Вот оно. Бесс не знала, что внутри Корнелии теперь живу я. Для нее я та же леди Эшвуд, просто ведущая себя странно. Ну, после смерти мужа странное поведение — это ведь нормально, верно? «Горе у всех проявляется по-разному», — сказала я, надеясь, что это прозвучит убедительно. «Горе, да», — Бесс прищурилась. «Но кашу вы раньше ели всегда левой рукой, а сейчас правой». Я мысленно выругалась. Бухгалтер привыкает к деталям, но Бесс, видимо, тоже. «Рука болит», — соврала я, — «левая, наверное, на похоронах застудила». «Ага», — сказала Бесс, тоном, который ясно говорил: «Я вам не верю, но расспрашивать не буду. Ешьте уже. Потом расскажу, что у нас есть и чего нет». Каша оказалась съедобной, из чего я решила не спрашивать. «Бесс», — сказала я, — «давай вместе подумаем, что у нас есть и как мы можем восстановить поместье». Бесс села напротив и начала рассказ. Рассказ занял час. Слушать Бесс было похоже на аудиторскую проверку. Только вместо активов и пассивов – люди и руины. Персонал усадьбы, сама Бесс, экономка, садовник старый Том, живет в теплице и, по словам Бесс, немного не в себе. Конюх Нед, лошадей нет, но энтузиазма на троих. И повариха Мэгги. Умеет готовить из ничего, и именно это сейчас актуально. Все работают без жалования уже 2 года, потому что идти некуда. «А что с землей?» – спросила я. «Земли много, 40 акров. Виноградники к югу от дома заросли, поля к северу тоже. Сад одичал. Теплица стоит, но еле-еле». «Виноградники», – повторила я. В памяти Корнелии всплыл образ. Зеленые ряды лоз на склоне, залитые солнцем. Но это было давно. Сейчас там, вероятно, джунгли. «Были виноградники», — поправила Бесс. «При покойном отце лорда Брэмвелла давали 200 марок в год от вина. Хорошие были деньги. А потом молодой лорд решил, что карты выгоднее. И проиграл все, вино в том числе. В буквальном смысле. Последние бочки сдал в уплату долга трактирщику в Кенигсворте». Я допила отвар, заменявший здесь чай. «Покажите мне дом», — сказала я, — «весь, от подвалов до чердака». Бесс подняла бровь, но спорить не стала. Следующие 2 дня я провела в режиме, который на работе назывался полевой аудит, а в быту ползай по грязи и считай. Бесс ходила за мной со свечой и с комментариями, каждый из которых можно было свести к фразе «бывает и хуже, но не намного». Подвал
Пустые бочки, пустые полки, а одна бочка с солеными бобами. Бесс спрятала от Брэмбола, чтобы не проиграла ее. Чердак, связки кровельной дранки, купленные еще отцом Брэмвелла, и так и не использованные, потому что сын решил починить крышу сам. И, разумеется, ничего не сделал. Кабинет Брэмвелла, пыльные грозбухи, перо, чернильница, засушенная муха между страницами и стопка векселей на общую сумму, от которой мне поплохело даже в новом теле. Вечером второго дня я села за стол, единственный, у которого все 4 ножки были одинаковой длины, и составила баланс. Активы: каменный дом, 40 акров земли, конюшня, мебель разной степени разрушения, персонал, 4 человека, преданных, голодных, пассивы, долги кредиторам, 40 марок, долги короне, 25, долги соседу, долги графу Олдрику Рейвенскрофту, 15. Итого 80 золотых марок. 80 марок. Для сравнения, усадьба в хорошем состоянии стоила бы 300. То есть долги составляли 27% от потенциальной стоимости. В моем мире такие цифры считались бы восстановимыми, а тут катастрофа. Но, я думаю, восстанавливаемая катастрофа. Я записала все это в чистую книгу, которую нашла в кабинете. Первый бухгалтерский баланс Грейвен Менор за последние 5 лет. Брэмвелл, судя по его грозбухам, последний раз вел записи 3 года назад, и даже тогда с логикой, которая заставила бы любого аудитора упасть в обморок. «Бесс», — сказала я вечером, — «мне нужно 4 месяца. 4 месяца до приезда землемера. За это время я должна превратить это место во что-то, что приносит деньги. Вы мне поможете?» Бесс смотрела на меня долго, потом молча кивнула. Она не задавала вопросов о том, почему вдова, которая 3 дня назад рыдала на похоронах, вдруг заговорила как купец на бирже. Может, решила, что горе свело меня с ума, а может, что чаша терпения переполнилась. Как бы то ни было, она была на моей стороне. И этого пока хватало. На 3-й день я решила осмотреть теплицу. Бесс проводила меня до сада, заросшего с поваленной решеткой и мертвым фонтаном, в котором зеленая вода имела вид и запах забытого биологического эксперимента. «Старый Том внутри», — сказала Бесс. «Говорите громче, он глуховат. Но если нужен совет, он вам даст. С теплицей он на «ты». «Бесс», — окликнула я, когда она повернулась уходить, — «вы сказали, Том немного не в себе. Что именно это значит?» Бесс замялась. «Ну, говорит сам собой или с кустами, или с кем-то, кого кроме него не слышно. Но садовник он хороший. Лучший в округе был, когда был моложе». Я оттолкнула дверь теплицы. Влажный теплый воздух обнял меня запахом земли и неожиданно зелени, не мертвой, живой. Кое-где в ящиках росли кустики помидоров, перца, трав. В углу на табуретке сидел старик с лейкой и смотрел на меня из-под кустистых бровей. «Леди», — сказал он, не вставая, — «пришли, наконец, я вас ждал. Вернее, не вас, а вообще кого-нибудь, кто с руками и головой». «Том?» Он кивнул. «Бесс сказала, вы хорошо знаете сад». «Знаю. И не только сад». И тут случилось то, к чему меня не подготовил ни один курс повышения квалификации. Рядом с табуретом в большом глиняном горшке что-то зашуршало. Не ветер. В теплице было тихо. Не мышь. Звук шел от земли, от корней. А затем голос. «Ну, наконец-то!» — сказал голос. «Нормальная хозяйка, а то последний только пил и обещал». Я посмотрела на старого Тома, Том посмотрел на меня, и мы оба посмотрели на горшок. «Это, — сказал Том, — зелен, дух виноградников и теплиц. Он тут с основания усадьбы. 300 лет примерно». 312, если точно, — поправил голос из горшка.
И я должен сказать, что последние 10 лет мне было скучнее, чем во время Великой засухи. Твой предшественник, милая, даже мотыгу в руки не брал. А до него один сажал на винограднике репу. Я чуть не ушел в соседний сад. Я села на ближайший ящик. Чужой мир, чужое тело, чужие долги. С этим я еще могла смириться. Но говорящий дух из горшка — это требовало паузы. В моем мире не было духов-виноградников. Был внутренний аудитор, и его вполне хватало. «Послушай, Зелен», — сказала я, решив, что если я не сошла с ума, то разговор с горшком — приемлемая стратегия. «Я не из тех хозяек, к которым вы привыкли. Я многого не знаю, но я умею считать, организовывать и не сдаваться. Если вы мне поможете с землей, я помогу вам с хозяйством». «Ну да», — сказал Зелен, — «деловая. Это хорошо. Последняя деловая хозяйка тут была в 1700 каком-то году. Она восстановила виноградник после заморозков. Хорошая была женщина, пахла сиренью». «Я не пахну сиренью. Я вообще не знаю, чем я пахну». «Землей», — ответил Зелен, — «и потом, и тревогой. Но это нормально. Новые хозяева всегда пахнут тревогой. Потом проходит». Я не стала спрашивать, как именно дух определяет запахи без носа. Вместо этого я спросила: «Вы знаете эту землю, каждый акр. Что можно вырастить, что нельзя, где лучше сажать, где поливать, верно?» «Верно», — ответил Зелен тоном профессора. «Я эту землю 3 столетия удобряю. Листьями, компостом, перепревшей травой. Ты думала, я дух, а не садовод?» «А виноградники, их можно восстановить?» «Можно. Лозы не погибли, они спят. Обрезка, уход, подкормка. Через 2 года урожай. Но это долго. А вот кое-что быстрее. В углу теплицы под южной стеной у меня есть кусты. Местная ягода. Мелкая, кислая. Вообще-то ее никто не ест. Но если за ней ухаживать, она созревает зимой. В декабре, когда все белое, она дает красные ягоды. Ты представляешь свежие ягоды зимой, милая? Знаешь, сколько это на рынке стоит?» Зимние ягоды, свежие, в декабре. Я мысленно подсчитала маржу. Когда товар уникален и сезон ограничен, цена взлетает. Базовые принципы экономики не зависят от мира. «И сколько там кустов?» — спросила я. «Дюжина, но можно размножить. К весне будет 30». Я посмотрела на Тома. Он улыбнулся впервые, кажется, за долгое время. «Вот», — сказал он, — «я говорил, Бесс, нормальная хозяйка». Бесс, разумеется, не слышала нашего разговора, но когда я вернулась в дом и попросила у нее все, что она знала о теплице и виноградниках, она посмотрела на меня с выражением, которое можно описать как «ну, наконец-то». Я провела 3 дня за чтением. Книги в кабинете Брэмвелла были пыльные, но полезные. Кодекс Элдмора, местный свод законов, оказался таким же скучным и таким же нужным, как и налоговый кодекс в моем мире. Бесс была права. Скука великая, но полезная. Главное, что я вытащила, повторная оценка имущества могла быть проведена только королевским землемером. А землемеры в королевстве передвигались со скоростью пьяной улитки. Последний раз ждали 4 месяца. Это и было мое окно. Я написала приставу Хокстону официальное письмо. Перо, чернила, формулировки, которые я освоила за 20 лет работы с чиновниками. Вежливые, безупречно корректные, но при этом содержащие неявную угрозу судебным преследованием за неполноту описи. Бесс, прочитав через плечо мой опус, сказала: «Вас, хозяйка, бояться надо, а не злить». Хокстон, получив письмо, не пришел. Нед, который случайно оказался у конторы, рассказывал, что пристав ходил бледный и матерился. Хорошее начало. «Он вернется», — предупредил Зелен, когда я в тот вечер сидела на крыльце, глядя на закат. «Не сам. Пришлет людей графа.
Рейвенскрофт не из тех, кто отказывается от добычи. А откуда вы знаете про графа? Милая, я дух, который живет под землей, на 40 акрах. Я знаю все, что происходит в моей земле. Шаги, голоса, кто копает, кто роет, кто мочится на мой виноградник. Граф Рейвенскрофт, между прочим, дважды посылал людей проверить наши границы. Пока Брэмвелл был жив и пьяный. Теперь Брэмвелла нет, и граф думает, что имение будет его. Это только вопрос времени. «Не его, а наше», — сказала я. «Вот это правильный настрой». Зелен зашуршал одобрительно. На 5-й день к усадьбе подъехала повозка. Из нее вышел человек, который мог быть иллюстрацией, к слову, самодовольный в любом словаре. Пухлые щеки, бархатный камзол, перстни на каждом пальце, а за ним 2 здоровяков с лицами, ясно говорившими: «Мы здесь не для философской дискуссии». «Леди Эшвуд!» — воскликнул Пухлый, снимая шляпу. «Мастер Граб, уполномоченный агент его сиятельства графа Олдрика Райвенскрофта. Мой господин скорбит о вашем положении и предлагает исключительно из сострадания купить у вас имение за 10 золотых марок». 10 марок? За 40 акров? Каменный дом и виноградник? Я мысленно пересчитала. Это было как предложить человеку продать его почку по цене пинты пива. «Передайте графу благодарность за сострадание. Имение не продается». «Но, леди, ваши долги». Мои долги, мастер Граб. А эта земля моя. И до приезда королевского землемера никто не вправе отчуждать имущество вдовы. Кодекс Элдмора, глава 12, параграф 7. Если у графа есть претензии, пусть подает в суд. Суд назначит взыскание после оценки. Землемер, кстати, будет через 4 месяца. Всего доброго. Граб моргнул, потом еще раз. Здоровяки переглянулись. Очевидно, они рассчитывали на слезы, а не цитаты из свода законов. «Граф настаивает», — попробовал Граб. «Граф может настаивать хоть до ледникового периода. И имение не продается». Граб пробормотал что-то, сел в повозку и уехал. Здоровяки пошли за ним, оглядываясь, с выражением, которое я бы назвала растерянным, если бы эти здоровяки умели выглядеть растерянными. «Неплохо», — сказал Зелен из-за порога. «Но он вернется с другим предложением или без предложения». «Знаю», — сказала я, — «поэтому работаем быстро». Мне нужны были рабочие руки. Много. Бесс, Том, Нед и Мэгги – прекрасные люди, но 4 не поднимут усадьбу. Я сделала то, что делала всегда, когда в холдинге не хватало людей. Пошла туда, где люди были, и предложила сделку. Ближайшая деревня – Кеннингфорд, в часе ходьбы. Я отправилась пешком. Лошадей не было. Брэмвелл проиграл их. Но ноги были молодые и крепкие, и я решила, что пока это достаточный транспорт. Кеннингфорд встретил меня настороженно. Деревня была бедной не потому, что земля плохая, а потому что Брэмвелл обобрал окрестных крестьян, взяв заем на ремонт дороги, которую не починил. Дорога, по которой я пришла, была лучшей иллюстрацией. Канавы, колдобины и одна яма размером с небольшой пруд. Я собрала крестьян на площади. Смотрели они на меня с ожиданием плохих новостей. «Я леди Эшвуд», — сказала я. «Ваш бывший лорд был мерзавцем, и я это знаю. И потому что его долги теперь мои. Но я предлагаю вам не долги, а работу». Молчание. Куры кудахтали громче людей. «Я нанимаю работников для восстановления усадьбы и виноградника. Платить деньгами пока не могу, но я предлагаю долю в будущем доходе. Кто работает, получает часть прибыли от продажи вина и овощей».
Договор на пергаменте с печатью и свидетелями. Я отвечаю за организацию и сбыт, вы за работу. Прибыль делим 60 усадьбе, 40 работникам, пропорционально отработанному времени. Староста, высокий мужик с бородой и хитрыми глазками, прищурился. А если прибыли не будет? Тогда все останутся голодными, но честно голодными. Кто-то хмыкнул, кто-то засмеялся. Староста подумал. А еда пока, чтобы работать надо, силу иметь. 3 раза в день. Мэгги будет готовить. Староста протянул руку, и мы договорились. К вечеру у меня было 12 работников, 10 мужиков и 2 бабы. Все крепкие, голодные и готовые. Я составила договор, пергамент, чернила, свидетелей, печать. «Ты, — сказал Зелен вечером, — делаешь то, что не делал ни один хозяин за 100 лет. Ты относишься к ним как к людям, а не как к мебели. Это редкость. В моем мире это называется корпоративная культура. А в моем — не быть сволочью. Так проще и точнее». Следующая неделя прошла под девизом «Крыша не должна течь» на бухгалтерские книги. Буквально я нашла в кабинете грузбухи за 15 лет. И вода, капающая на них, была последним, что им было нужно. Дранка на чердаке, Нет в роли кровельщика, я в роли подсобницы. 3 дня на крыше, под ветром и комментариями Зелена. «Левый скат», — шептал он, — «кривоват. На 2 пальца. Не замечаешь, нет? Ну, ты не кровельщик, это понятно. Вот конек хорошо, еще 100 лет простоит. Это я еще при старом хозяине настоял. Не руками, рук у меня нет, просто настоял». Крыша получилась не очень красивая, местами разноцветная, но она не текла. В мире, где дождь лил 4 дня из 7, это было главным. «Первая победа», — сказала я Бесс, спускаясь с крыши с руками, покрытыми занозами и гордостью. «Первая», — согласилась Бесс. Приближалась осень. Запасов было на неделю, потом голод. Огород при усадьбе, заросший, но не убитый, дал неожиданно много урожая. Тыквы, бобы, лук, морковь. Все мелкое, кривое, но съедобное. Том, по совету Зелена, выкопал забытый картофель, который вырос сам, из перезимовавшего в земле. «Картошка!» — объявил Зелен торжественно. «Это не овощ, это философия. Она выживает, когда все вокруг гибнет. Уважаю». Проблема — сохранить. Стеклянных банок, крышек и промышленного уксуса у меня не было. Зато была глина, пустая бочка из-под вина, соль, в которой Том запас на 3 года, и тыквы, которые хранились всю зиму в сухом прохладном месте. Я организовала засолку. Бочки, соль, капуста, огурцы, бобы. Мэгги квасила капусту с яростью, будто каждая кочерышка была лично виновата в ее жизненных трудностях. «Хозяйка», — сказала Мэгги, утрамбовывая капусту. «А правда, что вы какая-то другая стали после похорон?» «Какая другая?» — застыла я. «Ну, раньше вы были тише, говорили мало, а теперь команды раздаете, законы цитируете, на крышу лазите. Мужики в деревне шепчутся, что вас подменили». «Горе меняет людей, Мэгги». «Ага», — сказала Мэгги тоном Бесс. «Особенно, когда меняет так, что правая рука становится левой». Я мысленно вздохнула. Детали, проклятые детали. В моем мире я бы заметила то же самое. Но здесь мне нужно было быть осторожнее. Я стала следить за мелочами. Какой рукой ем, как здороваюсь, как общаюсь с Бесс. Корнелия была левшой, а я правша. Приходилось переучиваться. Это было сложнее, чем починить крышу. Зелен, разумеется, нашел это уморительным. «Ты, — шептал он, — сидишь на бочке и ешь левой рукой, как ученица, которой сказали не шалить. 300 лет я наблюдаю за людьми. Ты первая, кто меняет руки, чтобы не выдать себя. Забавно». «Не забавно. Это называется операционная безопасность». «Это называется забавно», — повторил Зелен. «Но я никому не скажу, я дух, а духи не сплетничают.
Мы только комментируем. Граф Олдрик приехал через 2 недели после визита Грабба. Лично. Видимо, агент доложил, что простая угроза не работает. И, надо признать, личность графа производила впечатление. Высокий, худощавый, темные волосы, лицо, которое в другом контексте я бы назвала привлекательным. Но контекст был таков. Этот человек хотел отнять у меня землю за бесценок. И его привлекательность была мне интересна примерно как цвет штор при пожаре. «Леди Корнелия», — сказал он, спешившись. У него был конь. Я смотрела на коня с такой тоской, что граф, вероятно, принял это за нервное потрясение. «Я приехал поговорить. Не как кредитор, как сосед». «Проходите. Осторожно, на крыльце одна доска сломана». Мы сели в холле. Бесс подала вино. Последнее из погреба, кислое и мутное. Граф выпил, но промолчал. «Леди», — начал он, — «эти земли не приносят дохода. Виноградник заброшен, поля заросли. Вы не платите долги. Я предлагаю 10 марок и дом в городе. Тихая жизнь без забот». «Граф, сколько стоит 1 акр земли в этом графстве?» «Зависит от...» «В среднем. Хорошая земля с водой и с дорогой». 20 марок, может, 25. У меня 40 акров. Минимальная стоимость в 800 марок. А вы предлагаете 10. Это не сострадание, граф. Это грабеж». Граф побагровел, потом побледнел, потом побагровел снова. «Вы не понимаете», — процедил он. «Долги, кредиторы, корона. Вы утонете». «Возможно», — согласилась я. «Но пока я не утонула, имение не продается. До приезда землемера. Если граф хочет, пусть ждет. Если нет, пусть судится. А теперь спасибо за визит. Бесс, проводите графа». Граф встал. У дверей он обернулся. «Вы совершаете ошибку, леди». «Возможно. Но это моя ошибка и моя земля». Дверь закрылась. Бесс повернулась. «Хозяйка, вы графу отказали. Он к этому не привык». «Я тоже не привыкла проигрывать, Бесс. Посмотрим, кто кого». «Он вернется», — сказал Зелен из-под пола. «Знаю, но к тому времени здесь будет крыша, виноградник и кое-что еще». Работа закипела. 12 крестьян под руководством старого Тома расчищали виноградник. Лозы, старые, скрученные, покрытые мхом, оказались, по словам Зелена, живыми. «Они спят», — повторял он. «Обрезка, уход, и через 2 года урожай будет. Но кое-что быстрее». Кое-что быстрее — это были зимние ягоды. Те самые кусты в углу теплицы под южной стеной. Том знал о них, но Брэмвеллу было все равно. Теперь с моим появлением ими занялись всерьез. «Зимняя ягода», — объяснял Зелен, — «созревает в декабре, когда все белое и мертвое. Она дает красные, кислые, но свежие ягоды. На рынке в Элдмаре зимой свежих ягод нет. Совсем. Купцы берут их как диковинку. Цена втрое против летней, а то и в 5. «Сколько кустов?» «Дюжина, но размножаются легко. К весне 30 будет, а к следующей зиме большой урожай». Я подсчитала 30 кустов. По горсти ягод с каждого. Зимняя цена, скажем, 5 медных монет за горсть. 30 горстей, 150 медных. Это 15 серебряных. Это почти марка. Небольшая марка, но первая. И репутация. Если Гримвелл Мэнор будет поставлять свежие ягоды, имя усадьбы зазвучит. Мы работали в теплице каждый день. Том с Лейкой и мотыгой, я с вопросами и записной книжкой. Зелен с комментариями, советами и непрошенной критикой. «Ты поливаешь слишком обильно», — говорил он. «Эти кусты горные. Они любят сухость. Меньше воды, больше солнца. Открой южное стекло». Я открыла. Через неделю кусты зацвели.
Маленькие белые цветочки, невзрачные, но живые. Зелен зашуршал так, будто аплодировал. Хорошо, очень хорошо, хозяйка. Ты не из тех, кто слушает и сразу делает наоборот. Это редкость среди людей. Я бухгалтер. Мы приучены делать то, что написано, а не то, что хочется. Бухгалтер? Повторил Зелен. А что это? Человек, который считает чужие деньги и теряет свои нервы. Сказал Зелен, понятно. У нас это называется помешанный на цифрах. Ну, ты хорошая помешанная. Зима пришла уже в ноябре. Снег, ветер, морозы. Крыша, благодаря 3 дням на стропилах, держала. Теплица, благодаря старому Тому и Зелену, тоже. В доме было не жарко, но сухо. Дрова были. Лес на северных 10 акрах дал достаточно. И крестьяне заготовили на зиму. Еда, бочки с квашеной капустой, бобами, огурцами, тыквы в подвале в сухости, картофель в яме. Мэгги, лишенная репы, она закончилась, переключилась на картофель и обнаружила, что из него можно приготовить 20 блюд, если постараться. «Картофель», — объявляла она, подавая очередную вариацию. «Это не еда, это вызов». «Это философия», — поправил Зелен из-под пола. «Я уже говорил, но меня никто не слушает». Зимние ягоды созрели в декабре. Ровно, как обещал Зелен. Маленькие, красные, кислые, но свежие. В декабре, когда за окном снег и лед. Я отправила Неда в Элдмарт, ближайший город, с корзиной ягод и наказом не продавать дешевле 5 медных за горсть. Нед вернулся через 2 дня с пустой корзиной и кошельком, в котором звенели монеты. «Леди!» Он влетел в кухню с таким лицом, будто видел чудо. «Я продал все. Купцы расхватали, как голодные. Один дал 7 медных за горсть. Сказал, привезете еще, возьмет все». Я пересчитала. 12 горстей, 84 медных. 8 серебряных и 4 медных. Почти марка. Первая марка за 5 лет. Бесс плакала, Мэгги хлопала в ладоши, Нед танцевал, старый Том улыбался, а Зелен молчал. Это для него было равноценно состоянию оваций. «Первая марка», — сказала я, положив кошелек на стол. «Их будет больше». В январе граф Рейвенскрофт приехал снова. На этот раз без граба, без здоровяков и без предложения купить имение. Он приехал один на лошади с корзиной. «Леди Корнелия», — сказал он, — «я слышал, вы продаете зимние ягоды в Элдмарте». «Слухи расходятся быстро», — ответила я, пропуская его в дом. «Купцы говорят, вдова Эшфорда, женщина, которая продает зимой то, чего нет ни у кого». Он поставил корзину на стол. В корзине были хлеб, сыр, вино. «Я привез это не как кредитор, а как сосед. Мне интересно». «Интересно?» — повторила я. «Раньше вы называли это ошибкой». «Я был неправ», — сказал граф, и, надо признать, сказал это без видимой боли, что для человека его положения было, вероятно, равносильно публичному покаянию. Мы сели, Бесс подала чай. Из тех трав, что старый Том вырастил в теплице. Граф пил и смотрел на меня с выражением, которое я не сразу определила, а потом поняла — уважение. Осторожное, неуверенное, но уважение. «Как вы это сделали?» — спросил он. «Ягоды зимой. Я 30 лет живу рядом и не знал, что такое возможно». Хорошая земля, хороший садовник и немного упорства. «Только упорство?» «Упорство и отсутствие альтернативы», — сказала я. «Когда не на что купить хлеб, удивительно, как много можно вырастить». Граф уехал задумчивым. Зелен, подслушивавший из-под порога, прокомментировал. «Он изменился. Не притворяется, реально изменился. Я 30 лет чувствовал его шаги на моей земле. Раньше ходил как хозяин, теперь как гость». «Это хорошо или плохо?» «Для тебя хорошо. Для него посмотрим».
Гордыня штука живучая. Зима отступала неохотно, как судебный пристав от моего порога, медленно, с ворчанием, и оставляла после себя гадкие следы. Снег сходил клочьями, обнажая под собой такую грязь, что впору было плакать. Дорога, и без того напоминавшая поле после сражения, превратилась в сплошное месиво. Нед, вернувшийся из деревни, доложил, что одна из колдобин поглотила повозку мельника целиком, вместе с мельником, мукой и лошадью. Лошадь выбралась, мельник тоже, мука нет. «Плохая дорога», — заметила я за ужином, размешивая похлебку. «Дорога хорошая», — возразил Нед. «Просто яма глубокая». «Яма — это не дорога. Яма — это яма». «А что тогда дорога?» «Дорога — это когда можно проехать, не утонув». «Тогда у нас не дорога», — согласился Нед. «У нас яма с краями». Я поставила миску и посмотрела на Неда. Конюх без коня, оставший за зиму кровельщиком, плотником, грузчиком и, по совместительству, главным поставщиком новостей из деревни. Энтузиазма у него хватало на 5, ума на 1, но это одного он использовал толково. «Нед», — сказала я, — «а как ты думаешь, если мы починим участок дороги от усадьбы до Кеннингфорда, крестьяне будут благодарны?» «Леди, они на вас молиться будут. Мельник обещал поставить свечку за того, кто засыплет ту яму. Он там муки потерял 2 мешка. Хороших». 2 мешка муки стоят 5 медиков. Свечка полмедика. Экономия 4,5. Хорошее вложение, сказала я. Вы опять считаете. Бесс покачала головой, но улыбнулась. За зиму она привыкла к тому, что я считаю все. От ложек на кухне до досок в полу. Поначалу это ее пугало, потом забавляло. Теперь просто это было частью меня, как привычка есть левой рукой, которую я, к слову, так и не перешла окончательно. Бесс притворялась, что не замечает, я притворялась, что стараюсь. Мы обе притворялись, и нас это устраивало. Работы весной было непочатый край. Виноградник, расчищенный осенью и обрезанный по совету зелена, теперь требовал подвязки. Лозы проснулись. Зелен клялся, что чувствует, как они дышат. Я не спорила. После полугода общения с духом, живущим под порогом, я перестала спорить с утверждениями, которые не могла проверить. Бухгалтер учится доверять источнику, если источник ни разу не подвел. «Дышат», — повторял старый Том, подвязывая лозу с нежностью. «Я тоже чувствую. Тепло идет от корней, хорошее тепло». «Это называется биологический процесс», — сказала я и тут же осеклась. Старый Том посмотрел на меня с таким недоумением, будто я заговорила на латыни. В его мире и в этом мире вообще лозы дышали, потому что зелень им позволял, и, пожалуй, этого объяснения было достаточно. «Неважно», — сказала я, — «подвязывай». Том подвязывал, крестьяне копали, а я ходила между рядами и записывала в книжку, сколько лоз обработано, сколько осталось, сколько человек занято, сколько времени уходит на ряд. В моем мире это называлось бы контроль производительности, а здесь просто привычка, но привычка, которая давала результаты. Через неделю виноградник был подвязан весь. 40 рядов, каждый по 20 лоз. 800 лоз. Если половина даст гроздья, заживем. Теплица тем временем разрасталась. Том и 2 крестьян, братья Хок, молчаливые, крепкие, с руками вроде лопат, пристроили новый отсек, используя стекло из старых окон дома. Зимние ягоды, те самые кусты под южной стеной, которые никто не ел, пережили зиму прекрасно. Зелен ухаживал за ними всю стужу, шуршал на них, по его словам, колыбельные, и к весне кусты не просто выжили, они дали ростки, много ростков. «Размножаются», — объяснил Зелен с гордостью родителя. «Эти кусты горные, живучие. Дай им землю, солнце, и они будут расти где угодно, даже на камнях.
Даже на крыше теплицы, если попросишь». «На крыше не нужно. На крыше у нас дранка». «Вот именно», — вздохнул Зелен. «Дранка. А должно быть стекло или хотя бы слюда. Но нет. Дранка. Потому что у людей всегда есть деньги на карты, но никогда на стекло». Я не стала спорить. Спорить с Зеленом о том, что люди нерациональные, было все равно, что спорить с дождем о том, что он мокрый. Он это знал. Он наблюдал это 312 лет. В середине весны у нас было 30 кустов зимней ягоды. Том рассадил их вдоль южной стены в ряд, как солдат. Зелен шуршал одобрительно и давал советы, половину которых я не понимала, потому что они касались свойств почвы, которые в моем мире описывались словами вроде азот, фосфор и кислотность. А здесь Зелен говорил иначе. Земля тут жирная, но кислая от старой листвы, надо разбавить золой. Зола была печная из кухонного очага. Мэгги собрала 2 мешка за зиму. Старый Том внес золу под корни. Зелень зашуршал удовлетворенно, и кусты пошли в рост еще веселее. «Вот видишь», — сказал Зелен, — «не надо умных слов. Надо зола. Зола — это мудрость. Мудрость печи. Печь все знает. Она много лет жгла дрова и оставляла золу. А люди ее выбрасывали, дураки». «Я не выбрасывала», — заметила я. «Потому что ты умная для попаданки». Я застыла. Том, копавший рядом, тоже замер. «Что ты сказал?» — спросила я осторожно. Зелен зашуршал, виновато, как мне показалось. «Я сказал для хозяйки». «Просто оговорился. Духи тоже оговариваются, нам положено». Я не поверила, но и развивать тему не стала. Если Зелен знал, ну что ж, он знал. Он жил под этой землей 312 лет и, вероятно, видел немало странного. Одна женщина, переселившаяся из другого мира, вряд ли самое странное из увиденного. Том, судя по его спокойствию, либо не заметил оговорки, либо давно перестал удивляться. Он просто копал, подвязывал и поливал. И из его движений складывалось то, чего не было при Брэмвилле – порядок. Земля отвечала на порядок. Она всегда отвечает, если к ней относиться серьезно. К концу весны теплица стала моим любимым местом в усадьбе. Не потому, что там было тепло. В доме тоже было тепло. После того, как Нед заделал щели в стенах паклей и глиной. А потому что в теплице было живо. Ростки, побеги, цветы, листья, запах земли, нагретой солнцем, и зелень, который комментировал каждый куст с рвением театрального критика. «Этот», — шептал он, указывая голосом на куст в дальнем углу, — «ленивый. Все уже зацвели, а он нет. Ждет особого приглашения. Не поливай его сегодня, пусть понервничает». «Ты наказываешь куст?» «Я его воспитываю, это разные вещи. Наказание — это когда Брэмвелл сёк конюха за разбитую бочку. А воспитание — это когда куст понимает, что без усилий ничего не бывает, даже для куста». «И помогает?» «Посмотрим завтра», — ответил Зелен. «Он зацветет. Они все зацветают, когда понимают, что я серьезен». На следующий день куст зацвел. Мелкие белые цветы, невзрачные, но живые. Я не знала, совпадение это или зелень, и решила не выяснять. Некоторые вещи лучше принимать на веру. Бухгалтер, который требует доказательств для каждого цветка, это бухгалтер, которому нечего делать. «Спасибо», — сказала я кусту. «Не за что», — ответил Зелен. «Он сам. Я просто поговорил». 30 кустов, 30 горстей ягод к декабрю. Я считала и пересчитывала, сидя вечерами в кабинете. Свеча, перо, чернила, цифры. Если каждая горсть по 7 медиков, то 30 горстей – 210 медиков. 21 серебряных, 2 марки и 1 серебряный. И это только ягоды. Огород даст овощи летом, виноградник через год. А если расширить теплицу еще на 1 отсек, в следующей зиме будет 60 кустов. И тогда 4 марки.
И можно начать выплачивать долги. Я записывала. Столбики цифр – мои единственные друзья, которые никогда не подводили. Цифры не лгали, не пили, не проигрывали в карты. Цифры были честны. И в этом мире, где все остальное было ненадежно. Честность цифр утешала. «Ты опять сидишь до темноты», — сказала Бесс, входя с ужином. Хлеб, сыр, настоящий, купленный на деньги от ягод, и миска похлебки. Из картофеля с луком и травами. Мэгги за зиму раскрыла в себе таланты, о которых не подозревала. «Поешьте, цифры никуда не денутся». «Цифры, да, а вот аппетит нет». «Это точно», — согласилась Бесс. «Но вы худеете, хозяйка, а вам худеть нельзя. Вы и так тонкая, как жерть. Только жерть не сможет мотыгу держать». Я поела. Бесс сидела рядом и молчала. Редкая для нее щедрость. Потом сказала: «Хозяйка, я хочу спросить. Только вы не сердитесь». «Спрашивай». «Вы не она. Вернее, она, но не совсем. Я полгода наблюдаю. Вы едите другой рукой, говорите другими словами. Вы считаете так, как никто в нашей деревне не считает. И вы смотрите на все, на дом, на поля, на людей, так, как будто видите впервые». Я положила ложку. Сердце стучало. Вот оно, разговор, которого я ждала и боялась. «Бесс, не объясняйте», — перебила она, — «мне не нужно. Я старая женщина и прожила достаточно, чтобы знать. В мире есть вещи, которых я не понимаю и понимать не обязана. Вы хорошая хозяйка. Лучше, чем был Брэмвелл. Лучше, чем была Корнелия до вас. Мне этого довольно. Но если вам когда-нибудь станет тяжело, вы же не отсюда, я это вижу, хоть и не знаю откуда. Так вот, если станет тяжело, приходите на кухню. Я заварю травы, и мы помолчим вместе». Я не заплакала. Я, Клэр Хендерсон, не плакала на работе. Даже когда налоговая проверка длилась 3 недели, и я спала по 4 часа. Но горло сжалось, и я сказала: «Спасибо, Бесс». «Не за что», — ответила она. «Ешьте. Хлеб остывает». Граф Олдрик приезжал все чаще. Поначалу я списывала это на деловой интерес. Мы обсуждали дороги, границы, цены на рынке в Олдмарте. Потом на любопытство. А потом перестала списывать и просто стала ждать его визитов. Что меня злило, потому что ждать мужчину не входило в мои планы. В мои планы входили крыша, виноградник, теплица, долги, выживание. Мужчин в списке не было. «Он опять едет», — сообщил Зелен утром, когда я поливала рассаду в теплице. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Его конь ступает по моей земле. Легкий шаг, хороший конь. Умеет ходить по грязи, не то что наши крестьянские телеги. Колесо провалилось, воз стоит, мужик ругается. Этот конь умный, как и хозяин. Хотя хозяин не всегда был умным. Раньше ездил как захватчик, тяжело, громко, будто землю топтал. Теперь тише, будто спрашивает разрешение». «Ты даешь ему разрешение?» «Я нет. Моя земля — да. Она его принимает, я чувствую». Граф приехал к полудню. На этот раз без корзины, с чертежами. «Леди Корнелия», — сказал он, — «я хочу обсудить серьезное дело». «Серьезнее, чем обычно?» «Значительно». Он пригладил волосы. Жест, который я заметила еще зимой и который появлялся, когда он нервничал. «Дорога, та самая между нашими имениями. Она катастрофа». «Я знаю. Мельник потерял в ней 2 мешка муки». «И 1 сапог прошлой осенью». Граф показал на чертеж. «Я предлагаю совместный ремонт. Разделить стоимость. Мои люди и ваши. Дорога обслуживает обе усадьбы. Логично было бы разделить затраты». Я посмотрела на чертеж. Он был хорошим, аккуратным, с замерами, с указанием ям, мостов и канав. Граф, оказывается, умел чертить. Или умел кто-то из его людей, но идея была его. «Сколько?» — спросила я.
20 серебряных. 10 от меня, 10 от вас. У меня нет 10 серебряных. Я знаю. Поэтому я предлагаю иначе. Вы даете людей, я материалы и мастеров. Оплата натурой. Натурой? Я подняла бровь. Граф побагровел. Потом побледнел, потом побагровел снова. Я имел в виду материалами. Дерево, камень, гравий. Не натурой в смысле... Я шучу, граф. Ну да, конечно, шутите. Хорошая шутка. Выдохнул граф. Зелен, подслушивавший из-под пола, зашуршал так, что земля в горшке на подоконнике задрожала. Я была готова поклясться, что он смеялся. Мы обсудили дорогу. Подробно, с цифрами, сроками и распределением работ. Граф был удивлен. Он не ожидал, что я буду спорить о количестве гравия и глубине дренажной канавы. Но спорил, и в конце концов мы сошлись на компромиссе. Его люди делают насыпь, мои копают канавы. Материалы его, инструменты наши. Срок 3 недели. «Вы удивительная женщина», — сказал граф, сворачивая чертеж. «Я практичная женщина, граф. Это разные вещи. Удивительное это, когда танцуют на столе, а практичное, когда считают гравий». «А если кто-то и считает гравий и танцует на столе?» «Тогда это не женщина, это стихийное бедствие». Граф рассмеялся. Искренне, громко, от души. Я впервые услышала его смех и заметила, что морщинки вокруг глаз, которые появляются только у людей, умеющих веселиться. Злые люди не получают такие морщинки. «Леди», — сказал он, уходя, — «я рад, что вы не продали имение». «Я тоже, граф. Хотя бывают моменты, когда я сомневаюсь. Обычно, когда штукатурка падает мне на голову». «Надеюсь, это случается редко?» «С тех пор, как мы починили крышу, значительно реже. Спасибо за беспокойство». Он уехал. Зелен прокомментировал. «Хорошо уехал, по-доброму. Земля его провожала, не удерживала. Когда земля не удерживает, значит, гость настоящий. А когда удерживает, значит, захватчик. Брэмвелла земля всегда удерживала. Он спотыкался каждый раз, когда выходил из дома. Каждый. Я не нарочно. Просто земля честная». «Ты ревнуешь?» — просила я и тут же пожалела. «Духи не ревнуют», — ответил Зелен с достоинством. «Духи наблюдают и комментируют. Иногда дают советы. И вот мой совет. Не упусти этого. Он не Брэмвелл». «Я знаю, что не Брэмвелл. Брэмвелл проиграл коня, а этот подарил». «Вот именно. Тот, кто дарит коней, либо богач, либо дурак. Этот не дурак, значит богач. А богатый сосед, который не дурак и который приезжает с чертежами вместо угроз, это сокровище. Более редкое, чем даже зимние ягоды». «Ты говоришь, как сваха». «Я говорю как дух, который 300 лет наблюдал за людьми и видел, как они упускают счастье из-за упрямства. Ты упрямая, он гордый. Упрямство и гордость – плохая пара. Но если один из них уступит, может получиться что-то хорошее». «Ты рассуждаешь о чувствах. Ты – дух земли, твоя стихия – компост». «Моя стихия – жизнь», – ответил Зелен. «Все, что растет, цветет и плодоносит. А чувства – это тоже рост. Только вверх, а не в землю. И их тоже нужно поливать. Только не водой, временем». Я не ответила, взяла лейку и вышла из теплицы. День был ясный, теплый, с ветром, который пах землей и молодой травой. Виноградник зеленел рядами, ровными, аккуратными, с лозами, подвязанными к кольям. Крестьяне работали в поле, копали, сеяли, ругались на кротов, которые портили грядки. Бесс развешивала белье на веревке во дворе и ругалась с вороной, которая пыталась стащить полотенце. Мэгги пекла хлеб, запах шел из кухни, теплый и уютный. А где-то за холмом, по дороге, которую мы скоро починим вместе, ехал граф Фолдрик с чертежами, со смехом и с морщинками вокруг глаз.
Он вернется, сказал Зелен из-под крыльца. Знаю, ответила я. И ты будешь рада. Не буду. Будешь, я чувствую. Твои ноги стоят на моей земле по-другому, когда он рядом. Легче. Будто земля тебя не держит, а несет. Ты фантазируешь, Зелен. Я дух. Духи не фантазируют, духи наблюдают. И я наблюдаю уже 312 лет. Женщины всегда говорят «не буду», когда будут. Это закон. Надежнее кодекса Элдмора. Я не стала спорить. Спорить с духом, который цитирует собственный 300-летний опыт в отношении женской психологии, занятие бесперспективное. Вместо этого я села на крыльцо, закрыла глаза и позволила солнцу греть лицо. Теплое, чужое и, несмотря ни на что, родное уже. «Зелен», — сказала я, — «спасибо за все. За лозы, за ягоды, за советы и за то, что шуршишь». «Не за что, хозяйка. Шуршать моя работа, а твоя — не сдаваться, пока ты справляешься. Впрочем, с графом ты не справляешься. Но это потом. Сначала дорога, потом виноградник, потом долги, потом любовь. Хорошая последовательность. Только не забудь про последний пункт. Ты это уже говорил. И буду говорить, пока не послушаешься. Духи упрямы, почти как бухгалтеры. Я рассмеялась. Солнце светило, и виноградник зеленел, и где-то внизу, под порогом, под землей, под корнями, зелен шуршал и был доволен. В марте, когда снег сошел и дороги стали проходимыми, в Гринвей-Мэннер приехал королевский ревизор. Не землемер, ревизор. Это было хуже. Землемер – оценка. Ревизор – проверка. «Мастер Гилфорд», — представился он. Худой, в черном, с кожаной папкой и взглядом, который мог бы заморозить воду в чайнике. Уполномочен его величеством провести ревизию имения Эшвуд по поводу задолженности короне. 25 марок за 3 года неуплаченных налогов. Прошу предоставить документы. Документы. Я столько времени готовилась к этому моменту. Гроссбухи Брэмвелла восстановленные, переписанные, приведенные в порядок. Мои собственные записи, доходы, расходы, план, договор с крестьянами, копия письма Хокстону, копия исполнительного листа с моей пометкой о неполноте описи и 2 марки от продажи зимних ягод, лежавшие в кошельке, как первый взнос. Гилвард сел за стол и начал читать. Читал 2 часа, молча. Я сидела напротив и молчала тоже. 20 лет работы научили меня. Когда ревизор читает, не болтай. Дай ему прочитать. Вопросы будут потом. Вопросы были, много. Я отвечала на каждый. С цифрами, датами, ссылками на кодекс Элдмора. Гилфорд записывал. Его брови несколько раз поднимались, что, как я знала по опыту, означало «не ожидал». «Вы, леди, ведете бухгалтерию лучше, чем половина купеческих гильдий в столице», — сказал он наконец. «Кто вас учил?» «Мой отец», — соврала я. «Он был счетоводом». «Счетоводом? Дворянин?» «Обедневший дворянин», — уточнила я. «Обедневший дворянин считает каждый медяк. Это вопрос выживания, а не выбора». Гилфорд кивнул. Он сделал отметку в папке, встал и поклонился и сказал: «Ревизия завершена. Задолженность подтверждена, 25 марок. Однако, учитывая, что имение начало приносить доход, и вдова демонстрирует добросовестность, я рекомендую отсрочку взыскания до следующего налогового периода. При условии частичной уплаты 5 марок до конца года». 5 марок, не 25, отсрочка. Это была победа. «Благодарю, мистер Гилфорд», — сказала я. «Не меня», — ответил он, — «вашу бухгалтерию». И уехал. Зелен зашуршал так восторженно, что земля в горшке на крыльце задрожала. 5 марок», — повторял он, — «из 25.
Ты победила ревизора. 300 лет я видел разных хозяев, но ни один не победил ревизора». «Я не победила», — поправила я. «Я договорилась. Это разные вещи. Договориться лучше». «Мудро», — сказал Зелен. «Для бухгалтерши очень мудро». В апреле, когда виноградник зазеленел первыми листьями и теплица была полна ростков, в усадьбу прискакал Нед, бледный, запыхавшийся, с глазами как блюдца. «Леди! Леди, он жив! Лорд Брэмвелл жив!» Я выронила лейку. «Что?» «В Кенигсфорте, говорят, видели. Лорд Брэмвелл живой в таверне. Пьет, как ни в чем не бывало». Мир покачнулся. Нет, не мир. Мои расчеты покачнулись. Все, на чем строился мой план, статус вдовы, защита по кодексу Элдмора, отсрочка от ревизора, все это основывалось на том, что Брэмвелл мертв. Если он жив, я не вдова. Если я не вдова, кодекс не работает. Если кодекс не работает, Хокстон может выселить меня завтра. «Зелен», — прошептала я, прислонившись к стене теплицы. «Вы знали?» «Нет», — ответил Зелен. «Я чувствую землю, я чувствую шаги, копание, рост, но я не чувствую ложь. Если он притворился мертвым, я не знал». «Зачем ему притворяться?» «Долги», — сказал Зелен. «Он инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. А теперь, когда имение начало приносить доход, вернулся за деньгами. Классический паразит, я таких видел. Куст тоже может притвориться мертвым, а потом выстрелить побегом, когда удобнее. Но кусты хотя бы не пьют». Брэмвелл приехал на следующий день, пьяный, потный, с ухмылкой, которая заставила меня захотеть ударить его лейкой. Он вошел в холл, в мой холл, с починенной крышей и чистым полом, и огляделся с выражением, которое я видела у поставщиков, пришедших забрать чужой успех. «Жена, я вижу, ты тут обустроилась. Молодец. А я вернулся. Имение мое». «Имение», — сказала я тихо, — «было твоим, когда крыша текла. Теперь, когда крыша цела, оно наше. Но это мы обсудим позже. А сначала, где ты был?» «Умер», — ответил он с пьяной гордостью. «Потом воскрес. Чудо!» «Чудо?» — повторила я. «А теперь вон». Он уставился. «Что?» «Вон из моего дома. Ты сбежал от долгов, оставив меня с кредиторами, приставами и крысами. Я выплатила часть долгов, починила крышу, восстановила теплицу, наняла людей. Ты — ничего. Имение по-прежнему в долгах. И ты, если заявишь права, кредиторы накинутся на тебя, как голодные волки. Поэтому вон, иначе я отправлю письмо ревизору Гилфорду с сообщением, что покойный лорд Брэмвелл оказался жив, и, следовательно, его долги подлежат немедленному взысканию, без отсрочки, без пощады». Брэмвелл побледнел. Он, видимо, не ожидал, что жена, та самая тихая, завитая Корнелия, которой он 10 лет не давал и гроша, вдруг заговорила как прокурор. «Ты не посмеешь», — прохрипел он. «Я бухгалтер. Я посмею все. Вопрос в цене. А цена — 25 марок короне, 40 кредиторам, 15 графу. Хочешь, забирай, вместе с долгами». Он ушел, хлопнув дверью. Штукатурка снова осыпалась. «Дверью не надо хлопать! Мы только крышу починили!» — крикнула я вслед. Брэмвелл ушел, но не исчез. Он окопался в Кенингфорде в таверне и распускал слухи. Жена украла имение, я вернусь и заберу свое. Проблема была реальной. Пока он не признан мертвым официально и не признан живым официально, статус имения завис в воздухе. Я и не вдова, и не жена, скорее временный управляющий. Мне нужен был союзник. И союзник нашелся.
Сам, без приглашения. Граф Олдрик приехал на следующий день после возвращения Брэмбелла. Лицо у него было такое, будто он съел что-то кислое, и этим кислым была новость. «Я слышал, ваш муж вернулся». «Бывший муж», — поправила я. «Бывший? Вы же не разводились». «Пока нет, но это вопрос времени». «И денег, и юристов. У вас есть юристы?» — добавил граф. «У меня есть кодекс Элдмора и 50 лет, я осеклась, и опыт, но юрист был бы не лишним». «У меня есть юрист», — сказал граф, — «лучший в графстве, и я готов предоставить вам его бесплатно». Я посмотрела на него. «Зачем вам это?» Граф помолчал, потом сказал: «Потому что я был неправ. Потому что вы сделали то, что не мог бы сделать ни один мужчина в этой долине. И потому что...» Он замялся, и я увидела, как тяжело ему даются следующие слова. «Мне не все равно». «Не все равно», — повторила я. «Нет». Зелен, подслушивавший из-под крыльца, зашуршал так тихо, что я едва расслышала его шепот. «Он говорит правду. Я чувствую, его ноги стоят на моей земле иначе, не как захватчик, как друг». «Хорошо», — сказала я. «Юрист, да, но имение мое доли не будет». «Я не прошу долю. Я прошу соседства. Нормальное соседство, без граба и без угроз». «Без граба договорились, а без угроз посмотрим». Граф улыбнулся. Первый раз искренне. И я поймала себя на том, что мне это нравится. Черт. Юрист графа, мастер Торвуд, сухой как пергамент и острый как перо, прибыл через неделю. Он изучил дело и пришел к выводу, который мне понравился. «Лорд Брэмбелл», — сказал Торвуд, — «совершил мошенничество, инсценировал смерть для уклонения от долгов. Это уголовное преступление по кодексу Элдмора. Глава 5, параграф 12. Наказание от 2 до 5 лет. Но есть альтернатива. Если вдова, вернее жена, подает на развод по статье «Злонамеренное оставление и мошенничество», суд может расторгнуть брак и передать имение жене, как компенсацию за ущерб, при условии, что долги кредиторам будут выплачены». «Долги 80 марок», — сказал я. «Где я возьму 80 марок?» «Не вы», — ответил Торвуд. «Вы нет, но лорд Брэмбелл, да. Он жив, он собственник, он несет ответственность за долги. Если он заявит права на имение, он примет и долги. Если откажется, имение переходит к вам, а долги...» Он улыбнулся. «Списываются как безнадежные, потому что должник признает себя неплатежеспособным». «Он не признает». «Признает, когда узнает, что альтернатива — тюрьма». Мы пригласили Брэмвелла. Он пришел пьяный, как обычно, но с настороженностью человека, почуявшего опасность. Торвуд изложил ему ситуацию, простыми словами, медленно, как ребенку. «Вы, лорд, — сказал Торвуд, — мошенник. Вы симулировали смерть. Это тюрьма. От 2 до 5 лет. Или вы подписываете отказ от имения, соглашаетесь на развод и уходите, и без имения, но и без тюрьмы, и без долгов». Брэмбелл посмотрел на меня. Он моргал, пил из фляги, смотрел еще. «Отказаться?» — переспросил он. «От имения?» «От имения, от долгов, от всего», — подтвердила я. «Ты сбежал, я восстановила. Имение мое, долги твои. Если ты забираешь имение, забираешь и долги, и тюрьму. Если уйдешь, уйдешь на свободу. Выбирай». Граф стоял у двери, молча, с руками скрещенными на груди и с выражением лица, которое ясно говорило: «Я здесь, чтобы убедиться, что выбор будет правильным». Брэмвелл выбрал свободу. Он подписал отказ. Печать его, Брэмвелла,
шлепнула на пергамент с таким звуком, будто захлопнулась дверь. Торвуд забрал документ, поклонился и ушел. Брэмвелл ушел тоже, без поклона, без прощания, с флягой и злобой, но ушел навсегда. Я стояла в холле, в моем холле, с целой крышей, чистым полом и солнцем, пробивающимся сквозь вымытые окна, и чувствовала, как что-то отпускает. Не напряжение, оно осталось, но страх. Страх, что все это чужое, временное, оно теперь мое, по закону, по праву, по поту и мозолям. «Поздравляю, хозяйка», — сказала Бесс. Она не плакала, она улыбалась. Впервые за все время, что я ее знала. «Поздравляю», — сказал старый Том из угла. «Поздравляю», — сказал граф у двери. «Поздравляю», — сказал Зелен из-под пола. 312 лет я ждал хозяйку, которая стоит на моей земле как хозяин, а не как гость. Дождался. Я посмотрела на них всех. На Бесс, на старого Тома с его лейкой, на графа, который из врага стал союзником, и подумала. Я Клэр Хендерсон, 50-летний бухгалтер строительного холдинга, умерла на лестнице и родилась в заброшенной усадьбе. И, кажется, впервые живу по-настоящему. Лето. Виноградник, первый урожай. Небольшое, несколько бочек, но вино. Настоящий, из старых лоз, который Зелен лелеял 300 лет, и который я со старым Томом и крестьянами вернула к жизни. Вино было кисловатое, но крепкое, с ароматом, который Зелен описал как земля, солнце и упрямство. «Упрямство?» – переспросила я. «Да», – ответил Зелен, – «упрямство. Это лучшее, что может быть в вине и в людях». Зимние ягоды, 30 кустов, 30 горстей, каждая по 7 медных, 2 марки за зиму, огород, овощи на продажу, в Кеннингфорд и Элдмарт. Мэгги, освободившаяся от репы, перешла на пироги, которые крестьяне покупали на обед. Нед с лошадью, которую граф подарил в знак добрососедства. Зелен назвал это в знак неравнодушия, но я не стала уточнять. Возил товар в город. Долги. 40 марок кредиторам, выплачены за 2 года от доходов. 25 короне, 5 уплачено, 20 отсрочка. С условием регулярных платежей. 15 графу списаны. Граф отказался от денег. «Считайте, — сказал он, — что это инвестиция в хорошего соседа». Зелен хихикнул, я покраснела, а Бесс улыбнулась. Граф Олдрик приезжал теперь каждую неделю. Не с корзинами, с книгами, с планами, с идеями. Он показал мне свои виноградники, ухоженные, богатые, и предложил сотрудничество. Совместная продажа вина в столицу. Я согласилась. Договор, пергамент, печать. Бесс сказала, что я подписывала это с такой серьезностью, будто выходила замуж. Я не стала ее разубеждать. Однажды вечером, когда солнце садилось за холмами и виноградник золотился в последних лучах, я сидела на крыльце с чашкой травяного чая. Зелен молчал, Бесс ушла на кухню, старый Том в теплицу. Граф уехал. Но его присутствие все еще висело в воздухе. «Зелен», — сказала я когда-нибудь привыкну?» «Чему?» «К этому. К земле, к теплице, к духу, который живет под ногами, к жизни, которая не моя». «Твоя», — ответил Зелен. «Твоя. Не потому, что ты родилась здесь, а потому, что ты вложила в эту землю руки, пот и упрямство. Земля знает своих. Не по крови, по труду». «А Клэр? Та, что была?» «Клэр Хендерсон, бухгалтер. Она здесь, в тебе. Каждый раз, когда ты считаешь, планируешь, организуешь, это она. А каждый раз, когда ты не сдаешься, это обе вы. Корнелия дала тебе тело, Клэр дала тебе ум, а я дал тебе землю. И, кажется, мы втроем неплохая команда». Я улыбнулась. Солнце село, звезды высыпали на небо. Гринвей Мэннер стоял за моей спиной с целой крышей, чистыми окнами. Виноградник зеленел, теплица
Слева с зимними ягодами, которые через полгода снова принесут красные капли в белом декабре. А где-то внизу, под порогом, под землей, Зелен молчал и был доволен. 312 лет он ждал. Дождался. «Покойной ночи, Зелен», — сказала я. «Покойной ночи, хозяйка», — ответил он. «Завтра длинный день. Лозы нужно подвязать, и старый Том опять забыл про южный угол теплицы, а Бесс хочет солить капусту, но я считаю, что рано. И граф, чувствую, приедет к обеду. Шаги его уже близко, по моей земле». Легкие шаги, хорошие. Я засмеялась. Впервые не от нервов, не от отчаяния, не от абсурдности ситуаций. Просто от счастья. Простого, тихого, как вечерний чай на крыльце собственного дома. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!